Андрей смотрел на сидящего в уголке на ободранном диване вихрастого худенького мальчишку, и кулаки его невольно сжимались. Ему хотелось заорать, именно так, заорать во все горло, срывая голос, хрипя, выпуская все, что накопилось. «Мальчонку-то в детский дом кто оформлять будет?» спрашивает грузная тетка в черном платке, видимо, соседка. У Надьки-то, не было никого, детдомовская она. Вот же жизнь какая, и пацаненок теперь сиротой будет. Андрей смотрит на мальчишку, колупающего старую обивку дивана. Он и так болезненный какой-то, а теперь вообще. Сразу нахлынули воспоминания, те, которые были зарыты где-то в глубине души, и извлекать их оттуда не хотелось, но все происходило само по себе. «Пап! Папка!» Бежит семилетний Андрюшка по лесу и несет гриб. «Папа, смотри, я гриб нашел!» «Папа, где ты?» Андрюшка явно видел синий свитер отца. Он удалялся сквозь кусты. «Папа! Папа!» Андрей до вечера выбирался из леса. Дважды чуть не попал в болото. Его изгрызли комары. Он хотел есть и пить. Заблудился, заблудился. Билась мысль в голове у мальчишки. Вот папка гордиться будет, какой он, Андрюшка, молодец. Сам смог выбраться. И только эти мысли придавали ему силы идти дальше. Хотя, может, если папа ищет, а он точно ищет, то надо было стоять на месте. Вроде так ему рассказывали более старшие мальчишки. Но стоять было страшно и холодно. Он долго шел, до самой ночи. Устал, замерз, несколько раз принимался плакать, кричал, но все тщетно. Уснул Андрюшка под елочкой, укутавшись надранным тут же мхом, так зареванный, голодный, уставший, и уснул. Есть в лесу незнакомые ягоды нельзя, но он выдержит, он все сможет. Снилась ему мама. Он видел ее только на фотографиях, но тогда она была как настоящая. Успокаивала его, говорила, что он молодец, и чтобы ничего не боялся, так как она рядом. Утром встал с новыми силами. Даже не понял, откуда они взялись. Может быть, из-за сна и слов мамы. Он опять побежал. В этот раз Андрею повезло. Вышел на дорогу, по которой неслись большие машины. Одна такая большая машина и остановилась около него и привезла прямо в больницу. В машине он опять уснул, а проснулся, когда его клали на кровать в больнице. Едва открыв глаза, Андрюшка сообщил свои данные, где живет, с кем, как потерялся и что с ним случилось. «Папа переживает и ищет меня. Сообщите папе, пожалуйста». «Не переживай, герой, сообщим мы твоему папе». К вечеру к нему пришел дяденька в форме, долго задавал разные вопросы, что-то записывал. «А вы нашли моего папу? Вы уже сказали ему?» Дяденька, наклонив голову, велел выздоравливать и ушел. Папа не пришел ни вечером, ни на второй день. Андрей ждал, он смотрел в окно и ждал. Он не понимал ничего и боялся, что с папой что-то случилось. Может, он тоже заблудился, пока искал его. Потом за ним приехали. Никто ничего не объяснял. Просто приехали какие-то тетеньки и забрали его. Увезли туда, где много детей, у которых нет родителей. «Это какая-то ошибка», — говорит Андрей. «У меня есть родители. У меня есть папа и тетя Надя». Дети смеялись и обзывались на Андрея, а потом избили. Это за то, что он упрямо говорил, что его заберут, что за ним придет папа. Потом его позвали в кабинет к директору. «Андрей», — сказала эта строгая, уставшая тетенька, — «ты уже большой мальчик. Я буду разговаривать с тобой, как со взрослым. Я знаю, что ты никак не можешь наладить контакт с детьми. Я хочу тебе сказать, чтобы ты не ждал папу. Он не придет за тобой. Слышишь? Никто не придет за тобой. Привыкай к ребятам.
у нас хорошо». «Что с моим папой? Что? Вы врете! Мой папа придет за мной!» Закричал, заплакал Андрей. «Зачем вы обманываете? Вы украли меня у папы. Верните меня домой. Я хочу к папе и тете Наде». У Андрея случилась истерика. Он не понимал, что происходит. Почему эти люди заперли его здесь и не пускают к папе? «Успокойся, успокойся. Светлана Федоровна, идите сюда». Андрей плакал и катался по полу. Он кричал, словно раненый зверек, громко и отрывисто. Он не мог дышать, задыхался и всхлипывал. Ничего не мог с собой сделать. «Ну, мальчик, мальчик, все, все, успокойся, мой хороший, успокойся». Светлана Федоровна баюкала Андрюшку прямо на полу в кабинете директора. Потом подняла его, и они пошли в спальню. Андрюшка уснул. Он просыпался и опять засыпал, а Светлана была рядом все время. «Все, мой мальчик, тихо, тихо», — шептала добрая медсестра, что работала в детском доме. Светлана Федоровна и рассказала Андрею в смягченной форме, что папа его попал в тюрьму за какое-то преступление, мелкий проступок, как сказала она. А тетя Надя, она же чужой человек по документам, поэтому Андрей здесь. Это потом уже, через время, когда Андрюшка перестал ждать весточки от отца, ему рассказали старшие ребята, они узнали каким-то образом, будто отец сидит в тюрьме из-за Андрея. «Тетя Света, Андрюшка пришел в кабинет к Светлане Федоровне. Расскажите мне, он что, правда хотел меня убить?» Она обняла его, и они стояли так долго. Плакать Андрюшка уже не мог просто. Уткнулся в живот Светланы Федоровны, и плечи его вздрагивали. «За что он так со мной, тетя Света?» «Не знаю, Андрей. Говорят, что мачеха возненавидела тебя и поставила твоему отцу условие, чтобы он избавился от тебя. Прости, да, надо было рассказать тебе раньше. Когда к ним приехали, они спокойно занимались домашними делами. Сказали, что тебя забрала внезапно приехавшая двоюродная тетка твоей мамы. Он не отпирался долго, твой отец, и с облегчением вздохнул, услышав, что ты живой. Мачеха же твоя начала кричать, что ты портишь ей жизнь, что она не может из-за тебя родить своего ребенка. Больная какая-то, что ли, на голову. В общем, наказали их обоих. Вот так, Андрей. Ты маму совсем не помнишь? Нет, ее не стало, когда я был маленький. Знаешь, твой отец сказал, что не хотел причинять тебе зла. Просто боялся, что его жена, что она уйдет. Она обманывала его, что беременная, врала, шантажировала. Что было у человека в голове, когда он бросал своего сына в лесу? В общем, вот так, Андрей. Прости, что тебе пришлось так рано повзрослеть. Вы-то при чем, тетя Света? Спасибо, что рассказали мне. Я же все ждал. Теперь я не буду ждать, и я постараюсь быть хорошим. Я обещаю. Я же думал, что меня почти украли, а меня выбросили. Совсем по-взрослому сказал он, и по голосу было слышно, как он старается не заплакать. Андрей, ты не отвечай сразу, подумай. Я хочу предложить тебе. Ты не хочешь жить у меня? Вы хотите стать моей мамой? Светлана Федоровна молча кивнула, а Андрей также молча обнял ее. «Мамочка!» – прошептал он слово, которое никогда не говорил никому. «Моя мамочка!» Она уже давно хотела уволиться. Не было больше моральных сил смотреть на этих детишек. Но перед уходом она точно знала, что хотя бы одному ребенку подарит дом и теплоту. И вот, когда она еще первый раз увидела Андрея, то сразу поняла, что это будет он. Просто раньше мальчишка не был готов к такому разговору.
Они уехали оттуда, как только оформили все документы, и Андрей получил фамилию мамы. Детей у нее не было, по этой причине и с мужем разошлась. Замуж больше не выходила, боялась опять испытать разочарование. Они вместе уехали из города, который обоим приносил болезненные воспоминания. Уехали в новую жизнь, где стали просто мамой и сыном, и никто не знал их истории. Кто видел, как они гуляют вместе, и подумать не мог, что по крови они не родные, ведь, глядя на них, было видно сильно любящих друг друга сына и маму. Андрей вырос, выучился в техникуме. «Ма, я хочу найти их». Мама все поняла без слов. «Андрей, ты уверен?» «Да, мама», — сказал твердо. «Я с тобой, сынок». Они с мамой приехали в город, в котором когда-то жили, а на следующий день вместе пошли по адресу, где раньше жил Андрей. Вот и пришли. Оказывается, отца уже нет, 3 года, сгорел от водки, а мачеха совсем недавно умерла. «Я хорошо помню Андрюшку», — говорит соседка справа, бабушка Катя. Андрей тоже вспомнил ее. Хороший мальчик был, хорошая семья. Он же, Витя, сам мальчика воспитывал, до 5 лет. Устал, видимо, от одиночества. Она молодая была, Надежда-то. Нам всем показалась хорошая. Радовались мы и за них. Думали, теперь-то у мальчишки мама будет. А оно, вон оно что. Никто не поверил поначалу, что они такое задумали. А потом... Я в детский дом ходила, Андрей, передавала тебе гостиниц. Забрать-то не смогла бы, а хотелось хоть чем-то помочь. Сначала она освободилась, сюда приехала, а потом и он, отец твой. Видно, любовь у них была. Сначала тихо жили, куда-то на работу устроились, а потом пить начали, драться. Он бил ее и кричал, что жизнь она ему сломала, что он сына потерял. Ему не сказали, где ты. Андрей, он ходил. Ну, он так говорил. Хотел прощения вымолить. А потом она мальчонку родила. Пашей назвали. Отец-то Андреем хотел, но мы отговорили. Нехорошо так. Зачем? Есть же Андрей. Он все про тебя говорил. Каялся. Грех на мне, тетя Катя, великий. Нет мне прощения. Вот так говорил. Все зверем кричал, как выпьет. И бил ее. А она терпела. За годы поняла свою вину. Да вот только исправить все было невозможно. Вот Паша теперь твой путь повторит. Сирота совсем. Нет у него никого. Голос соседки сник, а по щеке катилась слеза. «У него брат есть», — говорит Андрей, оборачиваясь на маму. «Я не отдам его ни в какой детский дом. Я родной брат Паши». Светлана обняла сына. В этот момент она еще больше им гордилась. «Конечно, сынок, мы вместе поедем. Я буду с тобой. Я рядом. Ты у меня большой молодец». Эти слова были, как в том сне в лесу. Может, он слышал тогда голос своей новой мамы и просто не знал, но они также придали ему сил и решимости. А вот и детский дом. Ноги подкашивались все больше и больше, когда к нему подходили. Вот и лица детей у окна, которые увидели взрослых, и эта надежда в каждом взгляде пронзала сердце. Андрей подошел к мальчику, который сидел одиноко на диване. Большие крупные слезы падали на его острые коленки. «Паша, Паш, посмотри на меня!» Андрей присел на корточки около мальчика. «Посмотри на меня! Знаешь, кто я?» Мальчик поднял заплаканное личико, покачал головой. «Я твой брат, Андрей, а это мама моя, тетя Света. Ты поедешь к нам жить? Я брат твой, Паша, брат родной, старший. Поедешь со мной?»
Мальчик кивнул, и Андрей прижал к себе худенькое тельце малыша. Пашу всего трясло, но он начал успокаиваться. Теперь он не один, его не бросят. Он слышал о брате, когда отец кричал на мать, а когда отец был трезвый, то на эту тему и не говорили дома. Прошло время. «Мамуль, я сегодня вас с Пашкой кое с кем познакомлю». «Да? И кто же это?» «Ой, ма, очередная серьезная любовь», — говорит сидящий в кресле подросток и подмигивает матери. «Не, в этот раз все по-настоящему», — улыбаясь, отвечает Андрей. «Ага», — смеются Светлана Федоровна и Пашка. «Да что, я виноват, что ли, если они начинают нос кривить и проверку Пашкой не проходят? Сразу начинают: а разве он не может жить с матерью твоей? А почему? А что?» Алена она другая. Я ей рассказал нашу историю. Типа это с друзьями произошло. И она разревелась. Еле успокоил. Она знаете какая? Доведи уже свою Аленушку. Правда, Паша? Конечно. Надеюсь, это не сбежит. Не сбежала. Крепкую семью организовала Алена. 2 детей родила. Мужа любит, свекровь уважает. Пашку тоже. Пашка в Алене души не чает, сестренкой зовет и с племянниками помогает. Забыли ребята все, что с ними случилось. Договорились не вспоминать. Любят маму свою, к родителям ездят раз в год, в тот самый день, когда все едут к своим. Простили все. Надо уметь прощать, да. Можно не забыть, но лучше отпустить. Нельзя всю жизнь жить и поминать прошлое. На то оно и прошлое. Пусть там остается. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.